что, наш автопоезд потихо двигается. Остановились проверить, все ли хорошо. Пока щиток работает, прицеп все работает, спринтер работает, ласточка! Зифа работает. Skyline стоит, тут все ждет боя. Ехать еще чуть-чуть. Мы доехали до Хосты. Да. Так, а что там эти чепухи делают? У пацанов тут заруба лютая. Да, ну О, давай, шофер, трогай. Бля, пацаны, мне надо там пройти чуть-чуть, взять пивка, бля. О, ништяк. Короче, о, как ты забил? Красава, мужик, на. Такой ты, Макс, я вообще в шоке. Да ладно, пацаны, ваше здоровье, я пойду с Дарифуном кайфовать. Чё, как дела у тебя? играли в дальнобойщики 2 как? А ты чё усы отпустил? Зачем? Это что их держать? Ты под мушкетера косишь, типа? Я кошу под дальнобойщика. Осталось чуть-чуть, 1300 всего. Отсуси его, дальнобойщика. Положи прям на него мигалки. 4-й глаза ответь. Прием, JB. Как слышно? Ты что там делаешь под одеялом? Ну что, мы добрались. В принципе, вообще без происшествий. Припарковали тачку, потому что нам сейчас надо помотаться по Москве, а с прицепом делать это не очень удобно. За то, что приютили нас на денек парковочным местом, огромное спасибо вот этим пацанам Raceface Garage. Я с ними уже работал и могу вам сказать, что если вы в Москве, то в этот сервис можно обращаться, делать машины как спортивные, так и обыкновенные. Очень крутые пацаны, отзывчивые, с чувством понимания относятся к постройке и ремонту автомобилей. Поэтому, если живете в Москве, то рекомендую Raceface Garage. В инстаграме можно найти и к ним обратиться. Raceface, Кирюха, спасибо большое. Приютили нас не только стояночным местом, но еще и боксом, чтобы мы могли перед этапчиком сделать небольшое ТО, все протянуть после 1000 с лишним километров на прицепе. Ну и просто проверить тачку, посмотреть перед завтрашним стендом. В наше ТО входила замена масел везде, но немножко все это омрачилось ровно в тот момент, когда мы сняли масляный фильтр. Вот такое вот там ассорти. Белое, золотое, железное, алюминиевое, какое хочешь. Это не то чтобы прискорбно, а это ну полный пи***. И по-другому как бы это не назвать. Это называется уебать по его гору времени, чтобы сюда приехать. И не доехав до тренировок, понять, что у тебя мотор сейчас выебет. И тебе все равно надо ехать на тренировки, потому что ты уже сюда приехал, уже потратил бабки. Выставляться, платить взносы, садиться, заводить его, разгоняться и взрывать его нахуй. Вот как это называется. Вариантов нет. Вариантов нет. Едем до того. Самое обидное, что вот этот человек может не показать результат не потому, что он лох, а потому, что просто взорвется мотор или что-нибудь еще произойдет. Я уже даже и не знаю, как это можно назвать. Но вот такого говна за один тренировочный выезд я еще в своей жизни не видел. В общем, все, едем как едется. Но мы морально все к этому готовы. Не расстраивайтесь, потому что взрывать мы его будем только ради вас. Да. Да, все ли. Уф, пацанчики, сейчас втроем будет весело. Отель соблазнов. Слышь, я не буду тут спать, я в спринтер пошел. Тут одна двухспальная кровать с розовыми подушками и бесконечным пайпом. О, просто валяется. Посмотри. Надо черным маркером под тампон. Тут есть фен. Кажется, в эту ванну по одному никогда в жизни не ходили. Мы будем первые, кто втроем пойдем. Нет, я думаю, что это не максимум. Ты нахуй. Короче, мы заехали к пацанам, распечатали спонсорские наклейки, потому что если бы вот не вот эти ребята, мы вообще никогда в жизни не поехали. У тебя что, в глазах двоится, Костя, здесь один нахуй. И из спонсорских подгонов у нас вот эта наклейка
который олицетворяет боевой классику. Да, и в принципе на этом все. И еще сейчас тут будет дикий стиль из какой-то блестящей штуки. Круто. Ну, в общем, магазин боевой классики в Москве. Петра Романова, дом 6, почти самый центр. Здесь куча всего. Различный всякий мерч есть, всякие ништяки, приколюхи, ножиги, там пластики, дактейлы, эко-коврики, фонари, копейка, двойка, шестерка, пятерка, ну короче все. Также очень много всяких тюнячек, всевозможных вообще, каких угодно. В общем, вот Костян, если что-то вдруг по тюнингу в Москве нужно будет, то в принципе можно заехать, посмотреть. На Жигу прям must have, а если не на Жигу, то очень много реально всего, там ремней, рулей, петель, брелков, вон портфели всякие прикольные есть. Да, ручники, шланги вон всякие есть. То есть, по идее, реально можно взять силикон какой-нибудь. И это подойдет не обязательно только на Жигу. И также можно прийти в этот магазин и взять наши наклеечки бесплатно. Попросить зайти с Sidemasters. Если в Москве кому-то нужны наклейки Sidemasters, то обязательно Петра Романова 6, магазин боевой классики. Пацаны вам обязательно их выдадут. Welcome, Петра Романова, дом 6. Костян очень отзывчивый и нам всегда помогает наш друг. Спасибо. Sidemasters рекомендует. В общем, сейчас мы погнали спать. Завтра с утра в 9 утра нам быть уже на стенде, заправленной машиной, сгруженной с прицепа. Мы ее настраиваем, надеемся, что все будет хорошо. И топим уже непосредственно на МРВ, расставляться в техпарке. И послезавтра начинаем тренировки. Стал следующий день, мы приехали в УРТ на настройку, ждем брига, закатываем машину, корректируем ее, потому что есть пару моментов, которые мы еще переделали дополнительно. Смотрим, сколько у нас получилось по итогу мощности и топаем на МРВ. Приступаем к настройке. Держим крестики, кулачки для того, чтобы все удачно получилось. Что, мы вчера добрались до трека, ставили машину, сейчас будем ставить палатку, стелить полы, разгружать спринтер, мыть Skyline, потому что он стал очень грязный. Техпарк потихоньку начинает приобретать свой внешний вид. Вот там вдалеке начали люди уже выставляться. Мы уже палатку тоже поставили, полы поставили. И больше в округе ничего. Вон только Толя Щербак еще по соседству. По планам сегодня еще пройти техком, пройти все административные проверки. Ну и вроде как покататься хотелось бы. Приехали на техкомиссию, взвешивали автомобиль первым делом. Сейчас Саня показывает всю свою экипировку на наличие действующей homологации, потому что сейчас все строго. Саня сел в машину, и весы еле-еле перевалили за тонну 250 с ним, прям идеально, то есть там тонну 250 и там 20 грамм для того, чтобы ехать на 265-м колесе. Мы машину вместе с ним до этого в полном обмундировании не взвешивали, и по факту ехали на удачу. Думали даже, что, наверное, придется догружать, но так получилось прямо идеально. Техком этой машины в нашем владении пройден успешно. Так в остальном все хорошо, и это очень радует. Ну, красавец, жених-то какой, а? А вы посмотрите на этого красавчика. Руки все так же из жопы, но красивые. У тебя Ханс отпал.
Я ехал на третий, и ее просто не хватило. Третий сектор трассы, на самом деле, визуально, вот ты там дальше поехал, она и в дым пошла, и, ну, типа, по скорости норм выглядит нормально, прям хорошо выглядит. То есть темп такой хороший, дыма много, звучит, рулится, как будто вот все как надо. Но вот, естественно, на этой дуге, первой, нам нужно к ней пристреляться. По прямой, руль поворачиваю на полоборота и что-то подкусывает. Перепроверим протяжку рейки по-любому. Прогревать резину начал, хуяк, типа руль выкручивал, что выворота мало, понял, блядь, уже упор, и влево, и вправо. Потом раз этот момент прошел, потом опять появился. Бля, ну есть вопросы как бы. Это что? Это вот. Да, масла мало, пизда, оно все съебалось. Никита, прием. Нам нужен редлайн в мотор. Я понял. Хуй знает, но очень много масла съебалось в помойку и раскидало все это дерьмо по всей жопе. Понял, сейчас решим. Ой, сломалось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и она вскипела, вспенилась нахуй. Так может быть только из-за пены. Ну по температуре типа все По температуре все норм, она его просто пенит как сука. Люфтит тот наконечник, и рейка начала хуярить с той стороны, с которой ее можно подтянуть, понял? Здесь колом стоит, ну прям вот такое ощущение. А там с той стороны вот так ебашит вал и наконечник вот так. Притягивайте, быстро съест, еще хуже станет. Ну тяги на... Закус, да, поворачиваю вот так вот налево, вот стой. И она упирается. Полторашку надо сделать стабильно. Как будто работать стало опять хуёво. Хуёво работает, я говорю, я на прямой нажимаю газ в пол, она вообще не разгоняется. Все, Так, ну что мы имеем по истечении половины сегодняшнего дня? У нас работают не все цилиндры, как выяснилось. Это было как бы слышно, но непонятно почему. Сейчас это провода новые, свечи новые. Сейчас будем смотреть свечи и смотреть, что по смеси, какой именно горшок моросит. Далее у нас все так же остались проблемы с давлением масла. Оно критически падает, периодически очень резко. Обнаружили вот такой момент. Прям пережатый шланг, плюс он когда еще нагревается, становится мягким, и возможно его вообще схлапывает. Такой вариант возможен. Если нет, то придется переделывать вообще всю масляную систему. И как бы это печально, потому что видимо придется это делать все в ночь, и как бы вообще все надо переделать, если сейчас вот это не поможет. Потому что по факту, возможно, проходной способности Ан-12 фитинга не хватает. Выкрутили все свечки, по ним в принципе ничего не понятно. Сейчас будем думать, попробуем даже компрессию, наверное, померить ради прикола. Там с одной стороны, смотри. Да. Есть перекладка. Тебе нужно ее сделать длинной, очень плавной и в газ. И сделать так, чтобы потом ты не прибирал газ, а нажал его. И тогда тебя так четко сместит, просто оно там само складывается. Слушай, ну как будто бы даже получше стало. Все лучше, нагрузку убрали, еще нагрузку берем, вообще, блядь, об этой проблеме чуть забудем. И добавили давление, все заебись. Ну, давление, в смысле, в маслобак. Короче, 6700, 6800 оборотов, 4 очка в среднем. Вот у тебя 3.1 упало, и ты конкретно там начал его пинать, пиздец. У тебя 97, 100, 60, 100, 70, 100, дросси посмотрели вот так нахуй.
итогам сегодняшнего дня у нас появились вот такие вот кайфовые наклейки, которые мы вчера с вами распечатывали. Вот спонсоры подъехали. Что происходит? Мы поменяли рейку, потому что форвард нам любезно предоставил хорошую свежую трибилдиновую рейку. У этой рейки был сильный люфт в рулевом валу. Мы решили, коли рейка есть теперь хорошая, поставить ее сразу. Далее поменяли люфтящие рулевые тяги. Из тяг от N1 набора и от тяг от Вайсваба с наконечниками Вайсваба я собрал вот такие вот тяги. То есть вот до вот этого момента это идет N1 тяга, а вот с этого момента это идет вайсвабная тяга с вайсвабным наконечником. Все это должно работать. Как минимум рулевые тяги N1 вот в этом месте шар у них как бы достаточно хороший, прочный, дюжит. Далее Максон ставит рейку. Нашли проблему, почему кусала руль. Вот здесь вот рулевой вал вот прям видно упирался в стартер периодически. Сейчас мы его подточим и все, думаю, будет хорошо зарулиться. В остальном все, ну, мягко скажем, более-менее. Мощности нет, машина прям туго едет. Едем не на Ахиллесе, едем на 65-м веслейке, причем подкачиваем давление, поджимаем стойки, потому что машине реально тяжело тянуть эту дугу. В остальном все вроде более-менее, ехать можно. В принципе, Саня не избалован, поэтому главное правило у нас: едем на том, что есть. Так как машина сырая, в принципе, мы уже довольны, что она вообще едет. По мере этапа будем устранять какие-то косяки, неполадки, еще что-то, без которых неизбежно построить вообще с нуля новую машину. Они в любом случае будут. Ну и надеюсь, ко второму, к третьему этапу мы уже полноценно все сделаем и сможем дать прям конкурентный бой. Пока это сложно, но я думаю, возможно. Сейчас доделываем тачку, едем спать и завтра рвемся в бой. До завтра. Какая резина? Я в экспресс-шину набрал, они сказали, что мой заказ они забыли привезти. 2 Качлена приехало, а 4 Сейлуна не приехали. Че, рулится прям ауф? Да, все четко, зацепа только не хватает, нажать и все. Если зацеп намотать, будет вообще охуенно. Сейчас реально залупа. Я так не хочу больше ездить. Ну че, я рад. Логи давай. Я не могу зацепиться на старте из-за дросселя. То есть я либо забуксовываюсь, либо просто она тухнет и вообще не разгоняется. Это проблема. Трансмиссия такие звуки издает, просто Все стучит, гремит. да, просто. На самом деле, короче, если без шуток ввести в курс дела, вот что происходит. Вчера то, что мы полночи занимались рулежкой данного автомобиля, все получилось просто шикарно. Не зря мы все это делали. С мотором, к сожалению, мы разобраться не можем, поэтому этот этап мы едем так. Мощности нет, валить не валит, но теперь она хотя бы управляется. И это не может не радовать. Зацепа по дождю не хватает, потому что резина как бы веслейк не очень хорошо работает в дождь. Но вся основная проблема в том, что то ли из-за какого-то косяка в моторе, то ли из-за какого-то косяка с электродросселем, хотя его настраивали уже 4 разных человека, как минимум. Саня говорит, что очень сложно разогнаться на старте, потому что машина работает вкл-выкл. Она либо начинает буксовать и не ехать, либо начинает просто медленно ехать и никого не догонять. С этим мы сейчас, конечно же, попробуем, возможно, что-нибудь сделать. Вот. Да. Сначала посмотрим, что там у нас вообще по... Минут через 15 колеса будет. На 2000 оборотов добляк ёбнулся в 0. Так вот, я тебе говорю, вот смотри, 5,7. 0,1. И вот еще, да, такой же момент? 0,1 и 6. Нет, тут оборотов. Нихуя нет. Это заглушил, это заглушил. Мне кажется, это какой-то сбой просто. 0 нахуй. Минус 1. У него, говорю, Ну, вот опять это, бух, опять. плавающие обороты, они... Дина, все 4 стойки разные по высоте, все 4 разные по жесткости, по отбою, там, по всей залупе, по всем углам вообще, по всему. Он, Вова говорит, у него даже, ну, типа, он специально вчера вот так вот, типа, короче, там, пиздец. Если они приехали, он 2 круга прокатился, вернулся, они все нахуй перекрутили, и он поехал, еще 4 раза прокатился, и говорит, все, заебись, нахуй больше не приехал. Приехал Ярик из десятюнинга московского. Огромное ему спасибо. Потому что нам нужно срочно поклеить, короче, хотя бы какую-нибудь ливрею графическую, чтобы машина выделялась.
было видно, что это машина команды Сайдмастер. Сейчас все это будем делать. Покрытие ебанутое было, сначала сука мокро, потом начало мокро. Что, все проверяем, протягиваем и едем пивко пить, правильно? Пора все спать, и завтра всех вот так. Завтра по обстоятельствам, короче, если дождь будет, Закручиваем сходы, проставки. сход, проставки, морду разводим. Морду давай сразу разведем. Еще? Да. Уверен? Уверен, 100 буду. 100%. В принципе, все четко. Кроме погоды. Погода к чему? Надо будет сейчас просто все проверить, что все хорошо, что все прикручено. И можно ехать домой пить пиво. Так, ну что, сегодня у нас первый день официальных соревнований, сегодня будет квалификация, сегодня будет топ-32 при благополучном прохождении квалификации, разумеется. В принципе, мы готовы, сейчас будем выезжать на тренировки и потом готовиться непосредственно к квалификации. Тачка готова, ну, настолько, насколько она могла быть готова к этому этапу, на этом этапе, она готова. По машине куча вопросов, так как машина сырая, будем доделывать. Сейчас едем на то, что есть. Ехать можно, тем более по скользкому покрытию вообще без вопросов, а вот по сухому есть вопросы ввиду отсутствия мощности. Но нам не привыкать работать с тем, что есть. Греем тачку и 8:30 уже должны стоять на старте. Вот он, чилится. Ну чё, боец, готов? Да? Сейчас выскочим, потренируемся. Планы-то какие у тебя вообще? Планы? Да, бля, разъебать всех. Красава, да. Отлично, как обычно. Ну, в общем, поборемся. Пилот в настрое боевом, если еще тут перестанет валяться, то вообще все четко. Если ничего не развалится, то поборемся, как и обещал. Выехал 2 раза на тренировки, примкнул к своему призванию глиномеса, вылетел. Вся машина в говне, все в говне, ни хера не потренировался. Ну все, сейчас проверяем тачку и с Богом его на колу отправляем. И в принципе на этом наши полномочия, как говорится, все, проедет, не проедет, очень жаль. Ляжем спать. Ляжем спать, да, просто и все. Санек одевается, готовится. Готов? Да? А, ты очень красивый. Нравится-то? Нравится.
как Барат стоять тут наяривать на тебя. Чуть рано газ спустил, просто начал переключаться рано на третью. Надо было чуть-чуть повисеть еще. Да. Баллы сказали? 6-8, 68 баллов. Получается, что немного, да? Жмем на все. То есть, еще раз, чуть-чуть смещаем постановку, чтобы больше скорости занести. Газ в пол, хуячим, все вообще просто в газ. Внизу, помнишь, как апекс проходить, все продумай в голове, еще раз проедь. Понял. Да, видел, молодец, улучшение явно есть. 65 баллов. Отсечка сработала? Не, она прилипла. Надо было больше качать. Надо было трешку. Ну, блядь, сейчас мог-то сделал. Не, ну там много, и так 2,3. Я ее вообще в пол там плачевал еще. Она мучит и не едет вообще. Ладно, что будет, то будет, буду расстраиваться. И развернулся, и то ладно. Не 2-0, блин. Что, кое-как на бровях залетели в топ-32. По итогу Саня получился 30-й. Это очень радует, потому что мы уже конкретно так расстроились и переживали, что, возможно, этот этап сейчас для нас закончится. Но повезло. Мы 30-е. Судя по таблице, едем с Дамиром Егитуллиным. Это очень круто, очень крутой соперник, приятно будет с ним ехать. Единственное, что опечаливает, походу у него что-то там с машиной, потому что в квалификации в последней попытке он загорелся. Надеемся, что они починятся, потому что с ним охота проехать, потому что он очень крутой чувак. Так что сейчас Саня пойдет на брифинг, мы проверяем тачку и мчим в топ-32. Боремся за топ-16. Ну, в общем, дальше будет видно. Братан. Ты знаешь все, что надо делать. Желаем удачи, Саня. Это, по-моему, Дамир уже в пятой выехал, зоне починил уже мотор. просто вылетел таким же образом. Поэтому заруба будет прямоколесный. честный. По совокупности, И у всех оценивая есть лидерские вопросы к заезды, мотору. мы Я не дали знаю, как у победу Дамира, единогласно но Денису Мигалеву. у нас точно есть Спасибо. вопросы к мотору. Спасибо, Надеюсь, Айк. у нас Вот все это будет называется, хорошо. если на плане общем И не видно борьба человека, будет то значит говорить Айк. Крутой. Мы увидим настоящий дрифт. Прости, пожалуйста. Главное, чтобы тачки Так, ну позволили что, я увидеть думаю, что все настоящий для вас дрифт. Главное, стало дрифт. более-менее понятно. Давай, браток, блядь, пожалуйста, нахуй. Пожалуйста, прошу тебя. Давай вольнем, блядь. Я погнал. Давай. Все, погнал. Давай.
до конца. Едем не в большом углу, как можешь, нормально. Ты так ездил уже, так что все ты сможешь. Давай. Понял, у нас проблема. Масло нагрелось 100, сейчас падает, уже 96. Двигайся, ну, постоянно в движении, то есть набери скорость, пускай едет, катится, остывает. Красава, волк, езжай, блядь. Что ты мисс? Поливает он, Радик. Все, хорош! Ну, Саня выжил с машины все, что мог. Там по факту 520 лошадиных сил, 440 колесных и момента на 20 меньше, чем вот Посмотрите, как трансплантация. Да, далеко, но с тачки все выжимал. Все, что можно. И Посмотрим, как Дамир, Дамир так, сделает с некоторым ответку. сомнением. Бля, красава, пиздец. Ты что смог, то сделал? Че, Санечек? Что смог показал? А? Что смог показал, говорю. Красава. Мы там задержка 10 минут трансляции. Ты проиграл, да? Да, конечно. Ну, блядь, его не догнать. У нас машина не едет. Да не, нормально, бой дали. Ой, дали, красава. Главное, честно. И без всяких байранов и всякой хуйни. Но мы еще вернемся. Первый этап — это не вся война, нахуй. У нас большие проблемы технические с машиной, которые нужно дорабатывать. Мы, к сожалению, не успели доработать все перед гонкой, потому что очень много вопросов, сами понимаете, короче. Но зато машина целая, контактов не было. Брызануло, да, немного? Да, что-то да. Ой, у тебя, смотри, шлейф масла прям. Да. Смотри, лужа масла какая. Причем из-под низа, да, из картера. Прям снизу. Шланг, думаешь? С поддоном он ебать. Поддона, да. Вот такие вот ситуации, друзья. Но борьба была, ёпты. Была. Волк вообще. Волк, Он всё. достал из этого автомобиля. Из этого четырехсильного дерьма он достал все, да. Ну уж не дерьма, просто надо сейчас найти мощность и тогда точно уже дать достойный бой. Ну сейчас реально, ну что смеяться? Ну что, Сань, не расстраивайся. Я не расстраиваюсь. Я считаю, что мы очень круто показали себя. И мы доделаем машину, сделаем мотор помощнее и будем еще круче результат показывать. Я горжусь. Она доехала, кстати. Я прошу заметить, и все четко. В принципе, мы особо даже и так-то ничего и не делали. Ну так там обслуживали чуть-чуть. Мы же подготовили вовремя все. Так что, в принципе, зря. работа проделана колоссальная, работа проделана не зря. Для нас результат есть. Сейчас надо разобраться с мотором, чтобы он выдавал хотя бы те силы, которые должен выдавать, как минимум, блядь. И врываться дальше. Дальше у нас Новгород, Питер, Рязань. Вот к Сочи надо точно подготовиться, там нельзя обосраться. Чтобы там сразу в Чайхану уехать, оттуда прямо, и все.